Купленный по объявлению котенок-сфинкс дико кричал, когда его гладили. Горькую правду раскрыл ветеринар. Покупка породистого котенка по объявлению может обернуться серьезными проблемами, и дело вовсе не в деньгах. Дело было в канадском городе Альберта. Женщина по имени Шайла Бастарачи, увидев объявление о продаже котят-сфинкса от заводчиков, заинтересовалась предложением. Будучи поклонницей этой породы, Шайла уже была обладательницей 2 сфинксов и решила приобрести своим питомцам друга. Цена, указанная в объявлении о продаже котенка, была слишком заманчивой, чтобы пропустить это предложение. Шайла не придала значения тому, что котенка ей передал не продавец, сославшийся на занятость, а его друг. Главное, девушка купила котенка и вернулась с ним домой. Однако с котенком сразу стали происходить странности. Когда девушка гладила котенка, маленький сфинкс начинал тут же жалобно мяукать, плакать. Шайла решила, что котенок скучает по маме, и думала, что это пройдет, когда малыш пообвыкнет жить в новом доме. Между тем, котенок страдал от всякого прикосновения, и девушка решила все-таки показать малыша ветеринару. Ветеринар, осмотрев котенка, сразу указал на порезы на теле животного. Они становились все заметнее по мере покрытия корочками. Оказалось, это были следы от бритвы. Ветеринар резюмировал: Шайле продали вовсе не сфинкса, а простого котенка, которому удалили волосы. Притом весьма кустарно и травматично. Бедное животное испытывало боль, поскольку было элементарно ранено. Девушка не смогла найти человека, который продал ей псевдосфинкса. Объявление было удалено, телефон не отвечал, а в лицо она не знала этого мошенника. И дело даже не в мошенничестве, ведь продавец сознательно мучил и ранил котят, только чтобы заработать, пользуясь популярностью сфинксов. Котенок постепенно поправился, порезы зажили. И малыш стал давать себя погладить. Шерсть также постепенно отрастала. Оказалось, котенок рыжий и гладкошерстный. Ветеринар объяснил, что мошенники намеренно выбирали светлых котят, чтобы пятна на коже не выдавали их истинного происхождения. Шайла оставила котенка себе. Она не смогла бросить нового питомца только потому, что он не сфинкс. Так что покупка завершилась добрым делом в итоге. Теперь она балует своего любимца и не отказывает ему в ласковых объятиях. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.